Привет! Долго откладывал выпуск о новинке 24 года эхолоте Eagle от Lowrance. Видимо, настал момент. Итак, перед нами эхолот начального уровня, подпольная кличка Eagle. В переводе на русский означает «орел». Тот самый случай, когда на лицо прослеживается пресловутый русский след. Помните, в СССР был велосипед начального уровня «Орленок»? Давайте и мы в дальнейшем будем называть этот эхолот «Орленком». Серия «Орленок» пришла на смену устаревшей серии «Хук». Новая серия состоит из моделей Eagle с датчиком 3 в 1 Triple Shot HD, предназначенного для структурного сканирования дна в боковиках и нижнем скане, который мы сегодня и будем обозревать. Также «Орленок» выпускается в версии с датчиком HDI 50200, заточенного на традиционный сонар с расширенным диапазоном частот, и версия Eagle Eye «Глаз орла», который на сегодняшний день является самой доступной версией технологии УЗИ от Lowrance. Но эти модификации мы подробно обсудим в следующий раз. А сейчас поговорим о некоторых ключевых особенностях и изменениях в сравнении с моделью прошлого поколения Hook Reveal с датчиком Triple Shot. И для проформы сравним «Орленок» с эхолотом тоже начального уровня, но от компании Garmin Striker Vivid с 52-м датчиком. В первой части будет обзор в студийных условиях, а во второй части проведем сравнительные тесты на воде. Погнали! Перед нами три представителя бюджетного сегмента рынка с экранами 9 дюймов, предоставленные для тестов и обзоров магазином Александр Ховрина, где для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Поэтому подписываемся прямо сейчас. Ссылку на магазин найдете в описании. Итак, что можно сказать об этих эхолотах начального уровня? Ну, они включаются. Шучу. В действительности эти модели на самом деле максимально упрощены для снижения цены. Сразу предупреждаю, у них отсутствует даже крышки экрана и также отсутствует тачскрин. То есть имеется только кнопочное управление. Но это, кстати, не такая уж и серьезная проблема. Довольно-таки быстро привыкаешь. Ладно. Первое, что бросается в глаза, это то, что у новинки повышенное разрешение экрана 1024 на 600 против 800 на 480, как у Хука, Страйкера и даже всеми любимого Elite FS. То есть разрешение у Орленка выше аж на 60%. А это, я вам скажу, не хухры-мухры. Более того, производителем заявлено, что Eagle оснащен матрицей третьего поколения, которая устанавливается на эхолотах серии HDS с широким углом обзора по 80 градусов во все стороны. Хотя яркость экрана у Eagle все же чуть ниже, чем у HDS, буквально там на 16%. А еще производитель заявляет, что теперь изображение на матрице будет доступно и через поляризационные очки. Ранее это было все-таки проблемой. Что же, при случае обязательно нужно проверить и это. Ладно, в новой версии Lowrance унифицировали клавиши управления, сделав их аналогичными серии HDS. Ну, в какой-то степени внешний вид стал более солидным. Правда, в отличие от Live или Pro, отсутствует подсветка кнопок. На кабелях питания и датчика наконец-то появился механизм фиксации со стопорной гайкой, который позволяет жестко закрепить штекер разъема в гнездо, не давая отсоединиться в самый неподходящий момент, как это иногда случается с хуками. Это прям жирный плюс. Также изменено гнездо флеш-карты. Помните, пару лет назад я критиковал Lowrance за то, что они до сих пор используют пружинный механизм фиксации флешки microSD, что хотя и в редких случаях, но приводит к отскоку карточки памяти и ищи ее потом в воде. Я написал им письмо о том, что как бы это нужно исправить. У Raymarine, например, с этим давно уже все в порядке. И вот новые устройства, вроде бы они прислушались к дяде Вове, и вроде бы нужно радоваться, но ёшкин кот, они установили самый дешевый разъем, что называется, экономят на всем.
Флешку хоть как-то можно вставить, а вот извлечь ее уже более страдание. Этим летом на жаре, когда нагрелся пластик, линейным расширением зажало флешку. И вытащить ее пальцами мне не удалось. Пришлось извлекать ее утконосами, ободрав всю краску с флешки. А вот на съемках тестов осенью, в прохладную погоду, флешка извлекалась уже чуть лучше. К счастью, извлекать флешку нужно не так уж и часто. Ладно, нужно отметить, что и дизайн влагозащитной резинки вот такой вот, дешманский. В общем, оставляет желать лучшего. На мой взгляд, резинка влагозащиты на Hookery Wilk куда лучше и интереснее выглядит. Но, к счастью, резинка расположена все-таки сбоку, глаз не мозолит, в общем, сойдет. А вот на страйкере возможность подключения флеш-карты вообще отсутствует, что в условиях современной действительности как-то уж слишком отстало, а в некоторых случаях является даже проблемой. И как следствие, нет возможности записи ихограмм и возможности сделать даже скрины экрана. Тут Гармину ставим жирный минус. А вот у Хука и Eagle с этим все в порядке, и к этому мы еще вернемся. Интерфейс Орленка практически не претерпел изменений, максимально приближен к ставшему уже классическим для эхолотов Lowrance. Несмотря на отсутствие тачскрина, я практически сразу адаптировался к кнопочному управлению. А тетя Леня, ассистировавшей меня на осенних тестах, потребовалось буквально пары минут. Так же, как и у одноклассников, имеется традиционное сканирование, боковое и нижнее. И, конечно, в даунскане присутствует фирменная технология Lowrance обнаружения рыбы Fish Reveal. Eagle, так же как и Hook, работает с двумя видами карт – Navionics и картами CMAP. Однако, как в прошлой версии, так и в новинке, в интерфейсе отсутствует возможность включения затенения глубин. То есть нет возможности самостоятельно раскрашивать диапазоны глубин, что называется на вкус и цвет. То ли Lowrance зажмотился и не хочет оплачивать лицензии, то ли умышленно задушил данный функционал, типа чтобы жизнь малиной не казалась. Хотите палитру, покупайте аппарат подороже. К счастью, народ научился обходить данное ограничение с помощью конфигурационного файла. Итак, краткий курс. Экспортируем на флешку настройки эхолота. Идем хранение, установка базы данных, выбираем флешку и назначаем имя файлу настройки. Пусть будет settings 01. Вынимаем флешку. Вот они, боль и страдания. Открываем флешку на персональном компьютере, видим, что имеется наш файл. Для его редактирования нам понадобится более продвинутый текстовой редактор, чем имеющийся в комплекте Windows. Рекомендую Notepad++. Скачиваем версию, соответствующую вашей системе. В моем случае 64-битная. У меня уже скачано, повторяться не буду. Устанавливаем. Запускаем Notepad++, перетаскиваем конфигурационный файл в окно редактора. Не пугайтесь, увидев такую белиберду. Открываем файл с примерами палитры, выделяем и копируем фрагмент первой строчки до знака равно. В окне редактора нажимаем Ctrl+F, вставляем фрагмент скопированной строки в поисковую и находим нужный нам блок. Копируем строки из файла примера, удаляем аналогичные строки в конфигурационном файле, вставляем наш пример, сохранить как, называем файл settings02. Теперь копируем получившийся файл на флешку. В общем, все готово. Все ссылки, в том числе на Notepad++ и на файл примера палитры, я оставлю для вас в нашей телеграм-группе. Скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Теперь вставляем флешку в эхолот. Обратите внимание, что на этой флешке записаны сразу два логических диска с картами CMAP и картами Navionics 2 в одном. Очень удобно. Такую можно приобрести в магазине Александр Ховрина. Поставляется в очень удобной пластиковой коробочке. Смотрите, какая прелесть.
карты записаны на фирменную, очень надежную и скоростную флешку SanDisk 10 класса U3. А для подписчиков нашего канала в магазине предоставляются скидки. Итак, находим на флешке наш отредактированный файл и импортируем. Аппарат перезагружается. О, смотрите, уже появились цвета. Но собственные отрисовки G-Live и еще одноцветные. Идем в настройки карты, больше опций, опции G-Live, палитра глубины, устанавливаем синхронизация карты. И вот у нас появилась красивая палитра глубин. Более подробно о палитрах глубин мы поговорим с вами в отдельном выпуске. А сейчас продолжим. При переходе на более старшую модель вы легко с помощью флешки сможете перенести свои отрисовки глубин. И даже сможете их экспортировать на эхолоты других производителей, например, Garmin. Да, это трудоемко, но возможно. Об этом мы поговорим как-нибудь отдельно. А вот у Страйкера снова грусть-печаль. У него вообще отсутствует гнездо для флешки. И как следствие нет возможности работать с картами Bluechart и Navionics. Страйкер работает только с картами сообщества QGraph и может отрисовывать собственные карты. Но на этом грусть-печаль не заканчивается. Простого и доступного переноса собственных же карт тоже не существует, как минимум ввиду отсутствия съемной флеш-карты. Есть, правда, кривой способ поймать запакованные карты донора через приложение ActiveCapitan перед отправкой их на сервер. Затем с помощью хитроумного конвертера их преобразовать и только затем внедрить на флешку реципиента. В общем, не каждый с этим справится, и по данному методу 100 пудов нужен отдельный выпуск. Может быть, когда-нибудь сделаю. Зато Страйкер имеет возможность связи с другими устройствами по сети NMEA 0183. Это более старая сеть, чем NMEA 2000, но имеется масса приборов под эту шину. Предполагается, что по этой сети Страйкер может работать и с магнитными компасами, но это не точно. Я обратился на всякий случай к Николаю, разработчику компасов Vector, и он обещал изучить данный вопрос. И если Страйкер действительно полноценно поддерживает 0183, то Николай обещал разработать очень доступный по цене магнитный компас. В любом случае, о результатах я вас отдельно проинформирую в нашей телеграм-группе. Исходя из мануала, по NMEA 0183 можно объединить эхолоты в морскую сеть для передачи точек и маршрутов, но отрисовки по сети не передаются. Ладно, а вот Орленок, к сожалению, по-прежнему полностью автономное устройство. Не имеет возможности подключения в сеть NMEA 2000 или 0183, а нет в нем сети Ethernet. Также отсутствует возможность беспроводного подключения по Wi-Fi или Bluetooth. То есть вы не сможете объединить в сеть несколько эхолотов, подключить эхолот к сети интернет или к приложению Lawrence App. Про трансляцию видеопотока изображения экрана я уже вообще молчу. Также вы не сможете подключить к эхолоту компас, радар, электромотор и прочие ништяки. С другой стороны, это самая бюджетная модель. Какие нафиг ништяки? Хотя возможность подключения компаса могли бы и предусмотреть. Ну что ж, придется с этим смириться. Теперь о датчиках. Страйкер Vivid комплектуется датчиком GT52. Заявленная производителем мощность 250 Вт на традиционном сонаре и 350 на боковом. А вот мощность самого излучателя непосредственно в эхолоте производителем заявляется 500 Вт. Дело в том, что в списке поддерживаемых датчиков есть и 500-ваттные, например, GT30. Теперь хук поставляется с датчиком Triple Shot. Вот такой вот писюнчик. Но, в отличие от других производителей, Lawrence скрывает от своих потребителей многие характеристики своих изделий. В достоверных источниках я нигде не нашел информацию о мощности усилителя и излучателя.
Встречались какие-то цифры на форумах и на сайтах продавцов, причем всегда разные. С какого потолка они их берут, выяснить мне не удалось. Если у вас есть достоверный источник технических характеристик оборудования Lowrance, по-братски поделитесь в нашей группе. Если прям секретный источник, напишите мне, пожалуйста, в личку, я всегда всем отвечаю. Далее. А Орленок поставляется уже с новейшим, более мощным датчиком, значит, HD Triple Shot. Вот он уже, сравните, насколько. HD в данном случае подразумевает телевизионный стандарт картинки. Именно поэтому все приборы, работающие с датчиком HD, имеют повышенное разрешение экрана. Например, в линейке HDS у моделей Pro теперь отсутствует 7. Ну, то есть эхолоты с 7-дюймовым экраном. У 7 диагонали, насколько я помню, не соответствует разрешение экрана стандартам HD. Размер писюна, как видите, значительно увеличился. И усилена конструкция крепления самого датчика. Вот такой был тоненький и стал такой вот толстый. Но, несмотря на то, что серия датчика HD, рабочие частоты остались прежними. В частности, для бокового сканирования составляют 455 и 800 кГц. Как ни странно, мегачастота на новом датчике отсутствует. Жаль. Осуждаю. Давайте теперь сравним с более старшими датчиками. Их так, вот как так удобно-то их расположить. Ну вот эти вот писюнчики. Так, отодвинем. Так, видно их там на экране, да? Нет? Теперь вот это вот датчик Active Image 3 в 1. А это датчик Active Image 3 в 1 HD. Так, видно их на камеру, Лен? Вот. Ну и посмотрите. Вот здесь уже мы видим укрупление. Затем идет этот датчик. И только после этого Triple Shot. Так, для особо упоротых поясню несколько моментов. Бытует мнение о том, что если к хуку или к игл через переходник подключить датчик Active Image 3 в 1, то хук превращается в FS. Короче, не делайте этого никогда. Либо берите сразу FS-ку, так как если добавить к цене эхолота стоимость переходника и стоимость датчика Active Image 3 в 1, то разница в цене не будет уже такая вкусная, чтобы заниматься всей этой фигней. Мало того, я сам лично проводил экспериментальный опыт по мощности излучения в традиционном сканировании аппаратов Lowrance. По моим результатам, при имитации ловли в отвес с грузиком аж 100 грамм и кусочком колбасы, имитирующим наживку, 9 HDS Pro с датчиком Active Image 3 в 1 давал великолепный результат. Возьмем его показания за условные 100%. FS с тем же датчиком показал результат уже на 30-40% хуже, чем HDS Pro. Поймите правильно, замерить такие вещи нечем, поэтому все на глаз. Вам придется довериться мне. А Eagle показал результат еще ниже процентов на 50, чем на Pro. О чем это нам говорит? О том, что, видимо, не зря Lowrance скрывает от нас данные о мощности усилителей и излучателя. Очевидно, что чем дешевле модель, тем меньше мощность усилителя. Ну ясен пень, любой вендор на каждую ценовую категорию будет производить продукцию с характеристиками, отвечающими именно этой ценовой категории. В этой сфере, в общем-то, чудес не случается. Чем ниже ценник, тем слабее мощность прибора. Такая прямая корреляция называется ковариация. Теперь представьте, что вы подключаете мощную акустическую колонку к усилителю соответствующей мощности. Ну, класс, все будет работать. А теперь подключите эту колонку напрямую, скажем, к ноутбуку или к мобильному телефону. Ну да, вы что-то услышите, но это будет далеко от полноценной работы этих колонок. А ведь датчик
устроен приблизительно схожим образом с колонкой. А разве что вместо динамиков с большим диффузором внутри датчика размещены пьезоэлектрические пищалки, пьезогибы. В общем, эффект улучшения работы эхолокации при подключении датчика Active Image 3 в одном к хуку больше психосоматический, плацебо, если угодно. Вы получите абсолютно мизерную разницу, не стоящей всей этой возни и цены вопроса. А на новом Eagle с датчиком Triple Shot HD тем более. Так, если я что-то упустил, то обсудим это в нашей телеграм-группе. Ссылку на группу найдете в описании. Теперь давайте посмотрим, как эти эхолоты проявили себя на воде. Итак, мы на Пяловском водохранилище река Уча. С помощью комплекта, состоящего из Lowrance HDS Pro, блока S3100 и датчика HD Fish Reveal, которые в дальнейшем будем считать эталонным, на глубине 6 метров нашли интересный техногенный объект. То ли это руины моста, который мог тут существовать до постройки канала, то ли это остатки какого-то пирса, а может даже погост. Загадка. Напишите в комментариях свои предположения, что же это может быть. Обратите внимание, как с последней прошивкой блока S3100 и головного устройства датчик Fish Reveal подсвечивает рыбу в боковом сканировании. Мое почтение. В общем, на этом объекте и будем тестировать наши бюджетные эхолоты. И первым идет Striker с 52-м датчиком. Учитывая, что трансляции на нем нет, запись эхограмм отсутствует, то терпите вот такие фиглетряски, вибрации, искажения света и цвета в видеокамере. Дело в том, что никакая камера и тем более смартфон не смогут передать, что на самом деле видит глаз человека на экране эхолота. Но поверьте, полученному результату я и сам удивился. Достаточно хорошо отработал, вменяемо показал структуры и честно признаюсь, я ожидал более худшего результата от работы Страйкера с 52-м датчиком. Ладно, теперь хук ревил. Собственно, результат плюс-минус сопоставим со Страйкером. Но есть возможность записи эхограмм. Посмотрим, как цивилизованные люди воспроизведение эхограмм в программе Riff Master. В целом, как на 455 частоте, так и на 800 боковое сканирование работает вполне себе нормально. Теперь проверим орленка. И тут я малька приуныл. Боковые выдали какую-то фигню. Но не спешите расстраиваться. Оказалось, что я плохо закрепил датчик, и на маневрах он у меня сместился относительно уровня воды. Отрегулировал положение датчика, и жизнь наладилась. В целом, очень качественное сканирование структур. В сравнении с Hook у Eagle более подробная и детализированная эхограмма. Ну, оно и понятно. Для работы с датчиком более высокого разрешения в орленке пришлось увеличить не только разрешение экрана для отображения уже более детальной эхограммы, но и повысить мощность процессора, чтобы эту детальную эхограмму полноценно просчитать, и, соответственно, у Eagle более проработанный софт. В целом, честно скажу, я как скептик ожидал от орленка более худших результатов. Конечно, глупо сравнивать Eagle с топовым набором HDS Pro с блоком S3100 и датчиком HD Fish Reveal. Так, на минуточку, этот комплект стоит в несколько раз дороже, чем этот набор. Но за свои деньги орленок рисует структуры дна очень даже ничего. Не так, чтобы там приемлемо, а достаточно качественно. На мой взгляд, Eagle, несмотря на некоторые минусы, очень даже неплохой подарок начинающему рыболову, скажем, на Новый год или 23 февраля. Знаете, в свое время, когда я только начинал путь рыболова, я бы от такого подарка очень даже не отказался бы. И, кстати, напоминаю, что в магазине Александр Ховрина для подписчиков нашего канала действует скидка. Поэтому подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Этот дубль тебя устраивает? Вполне.
Ладно, на сегодня все.